В реальности этого не существует. Нет никакого абсолютного пространства, нет никакого абсолютного времени. Возможно, это научное открытие, и, возможно, даже это Нобелевская премия. Трехмерного пространства не существует. Вот растет одно дерево, вот растет другое дерево. Они не параллельны. День-ночь, сутки-прочь. Очень все странно, очень все субъективно. Исаак Ньютон. Он взял и предложил идею абсолютного пространства и абсолютного времени. Почему, когда я маленький, и я сижу на уроке, время течет бесконечно долго? Я, чтобы ответить на этот вопрос, зайду через «Интерстеллар». Мы видим свет Сириуса, но мы не можем его скорость измерить. Живем в виртуальной реальности, сами себе ее придумали и не можем из коробки этой выбраться никуда. И вот на этой корке мы сидим и думаем, что мы цари Вселенной, что нам открыты все эти самые, потому что мы придумали теорию относительности. Вопрос, который вы поднимаете в своей книжке, я думаю, он абсолютно гениален. Дело в том, что когда мы говорим о скорости света, какой конкретно свет мы имеем в виду? В Вселенной зачем-то нужно, чтобы галактики образовывались. Друзья, дорогие друзья, у нас уже 100 тысяч подписчиков. Вы самая лучшая аудитория. И, как я вам обещал, у нас будет крутые темы на моем канале. Самые лучшие темы. И сегодня в гостях у меня Тимофей Решетов. Его книга, на мой взгляд, является уникальной книгой на сегодняшний день. Темы, которые он обсуждает, время, пространство, космос, это то, что сейчас актуально. Тимофей, про что книжка? Ну, вот здесь в названии все сказано: время, пространство, космос, введение в гелиоцентрику. В этой книге я пытался, это философская работа, и в ней изложены концепции нового мировоззрения, я бы так сказал. Это мировоззрение вот, новой эры. Наши вот дети, особенно внуки, они будут, у них по умолчанию будет загружено вот это вот мировоззрение, которое Мы я можем предлагаю. еще раз покажу ребятам эту книгу. Тимофей у нас философ, художник, автор в первую очередь. Ребята, эта книга, возможно, будет учебником, да, начальных классов где-нибудь через лет 10-15, а можно, возможно, даже и раньше. Не знаю насчет, прям вот детских классов, и хорошо бы, чтобы она хотя бы попала в высшее учебное заведение, потому что она действительно написана таким, ну, для среднего человека сложным языком. Но я работаю сейчас над тем, чтобы сделать, как бы сказать, я постоянно упрощаю язык. Вот я там, снимал тиктоки, например, и для того, чтобы простым языком объяснить вот эти сложные вещи, мне приходилось прям напрягаться, потому что, когда я писал книгу, вот это вот все сидишь, вот и пишешь, и слова подбираешь, фразы строишь, все вроде бы смысл есть, Да? но понимаю, что сложно. Показываю людям, люди многие вообще не понимают. Сейчас мало кто читает, а Тимофей, у сложно. нас есть искусственный интеллект. Я скажу честно, ребята, я прочитал книжку. Книжка замечательная. Более того, я знаком с трудами других известных ученых, которые, в принципе, выдвигают подобные теории, а возможно, это уже даже и не теории, мы пока не знаем. Возможно, это научное открытие, и, возможно, даже это Нобелевская премия. Ребят, на самом деле книжка очень классная. Вот, я почему хочу начать именно наш разговор со времени, потому что первая глава — это именно про время. И я думаю, что ребятам, особенно кто смотрит сейчас с родителями, ребята, наш подкаст, у нас семейная аудитория с нами, и дети, и родители. Почему время? Вот почему вы выбрали время и говорите о времени как о несуществующем измерении? Тема времени меня вообще с детства интересовала. Меня, наверное, всех интересовала эта тема, особенно в контексте путешествий во времени. Вот там, помните, у Герберта Уэллса, в моем детстве это была такая актуальная книга, которую все читали, то, что они отправились там куда-то в прошлое, там какую-то бабочку убили, и начинается вот эта вот чехарда, что они возвращаются не туда, куда они отправились. Это интригует. Эта тема, она такая живая, и хочется пощупать это вот прям вот, ну, самому бы хотелось пощупать. Вот, но, потом, по мере того, так сказать, как я, э, по мере взросления, я бы так сказал, эту тему я стал рассматривать с разных сторон. Я там изучал, например, с точки зрения там китайской вот, традиции, даосской традиции, там тема времени, она разработана очень подробно. Мгм. Там циклы, взаимодействия стихий, всякие Это там. все вместе, я насколько помню, да, это настолько такая сложная система. Вот у меня, допустим, вопрос возникал вот с самого моего раннего детства. Почему, когда я маленький, и я сижу на уроке,
время течет бесконечно долго. Но когда мне сейчас 37 лет, время течет настолько быстро. И я задавался вопросом, если можно, допустим, нашу комнату, да, у нас есть 3 измерения, про которые мы точно знаем, да, мы живем в трехмерном мире, да. Если бы время было бы измерением, почему я не могу, как по комнате, прогуляться и туда, и обратно, да? Почему вот этот вопрос возникает настолько, скажем так, я бы сказал, даже под другим углом его ученые рассматривают, что время — это может быть не совсем даже измерение, а что-то вымышленное человеком. Вот как вы думаете? Михаил, я вас расстрою, но вот 3 измерений, про которые вы говорите, их тоже не существует. Здесь мы говорим просто о математической модели. И мы говорим не о, эм, не о том, что мы живем в трехмерном измерении, а в том, что у нас есть модель трехмерного мира, относительно которой мы настраиваем свое собственное восприятие. И вот поэтому книга моя начинается как раз не со времени, она начинается с вопросов о восприятии. Большая разница, согласитесь, сама реальность как таковая и то, как мы ее воспринимаем. Потому что реальность, она, условно говоря, объективная, она вот такая, какая есть. Вот там Земля, там Солнце — это вот такие нерушимые объекты объективной реальности. И есть каждый из нас человек, который эту реальность воспринимает через призму собственного, так сказать, То ну, есть вот, это тактильное, картины мира. да, через мой мозг приходят сигналы, да, которые, допустим, в моем физическом теле. Есть духовное наверняка тело, да, про которое мы не знаем, но я уверен, что оно тоже есть. Оно тоже какие-то сигналы получает. То есть это, по сути дела, наше восприятие. И, в принципе, если мы говорим про время, и если мы время попытаемся убрать вообще с нашего восприятия, мы уберем то, что, может быть, возможно, мне кажется, было насильно создано, да, его нету, то восприятие наше тоже к миру окружающему поменяется. Да мы не можем убрать время. Время — это объективный фактор объективного мира, но это не измерение в плане математической модели. То есть, та математическая модель, которая лежит в основе там, ну, теории относительности, ну, например, да, это просто математическая модель. Но наше сознание так устроено, что мы берем эту математическую модель и начинаем считать, что реальность действительно такова, какова вот эта реальная, какова математическая модель. Мы наше, как бы нашу реальность подменяем моделью. Вот что То происходит. есть мы сами себя вводим в заблуждение, по Ну, сути дела. условно говоря, да. Ну, разумеется, нас этому учат. То есть наши предки, которые там какой-то опыт накопили, они этот опыт вписали в эту модель, потом они нам передают весь этот опыт в рамках модели. И мы уже отдельно от модели не можем адекватно То есть мы говорим воспринять про этот то, как опыт. мы считаем год, месяц, да, часы. Мы почему-то всегда считали, даже время на Марсе, вот в вашей книжке написано, почему-то считаем время земными часами. Хотя на Марсе тот же самый отрезок, так, допустим, времени, нужно считать чуть иначе. Вот есть космический корабль, к примеру, да, и он двигается со скоростью света, да, вот такой актуальный вопрос. И я включу светильник. Будет ли он, скажем так, этот свет еще быстрее скорости света? Эти вопросы, на самом деле, они очень актуальны, и вот в научном мире люди пытаются их решить, и с приходом искусственного интеллекта можно с кем-то подискутировать. Потому что раньше можно было найти недопонимание, да, какое-то вот, ну, вроде бы интересно, научных фактов нет. Хотя, когда я начал эту книжку анализировать с искусственным интеллектом, я получил огромное количество интересных фактов. Оказывается, ученые, да, и Кант, к примеру, очень долго, я бы сказал, даже не то, что долго, а посвятил целую жизнь изучению времени. Он иначе на это все смотрел. Тимофей, вот мне очень интересно ваше видение вот именно этого вопроса, вот время. Если, допустим, у меня есть такой пример. Вот летит стрела, да, к примеру, то в каждый промежуток какого-то, вот скажем, времени у него есть свое пространство, свое восприятие. А наши ученые считают, что есть некое время, что он двигается с каким-то временем. Это вот с вашей точки зрения правильным или все-таки есть нюансы? Вы понимаете, здесь нет никаких противоречий, но каждый раз, когда мы говорим о каком-то движении, ведь что сделал вот Исаак Ньютон? Он взял и предложил идею абсолютного пространства и абсолютного времени. То есть это такой континуум, условно говоря, да, который бесконечный и протянувшийся ниоткуда никуда.
И в этом континууме все расстояния измеряются относительно вот пространства, а все длительности процессов измеряются относительно абсолютного времени. Это абстракция. В реальности этого не существует. Нет никакого абсолютного пространства, нет никакого абсолютного времени. Но наше сознание эту модель привыкло эксплуатировать. Мы привыкли так думать. Где-то глубоко в подсознании мы даже не отдаем себе отчета в этом. Но в нашем подсознании мы время понимаем как некую абсолютную вот длительность. То есть которая точно существует. Ну, который как бы существует, да. Мы наделяем ее свойством объективности, хотя в реальности ее не существует. Получается вот это вот. И поэтому приходится убеждать людей, что вот та модель, в которой они верят, это просто выдумка. У меня есть статья, которая называется «Трехмерного пространства не существует». У нее она там ее много очень людей прочитало, и читают ее в основном материалисты. И вот эти материалисты начинают мне выдвигать огромные просто аргументы, писать Почему? целые, что вы говорите, как может быть такого, что пространство не существует. Я понимаю, что это в некотором смысле эпатаж, но это эпатаж, который имеет под собой основание. Потому что трехмерного пространства не существует. Есть модель трехмерного пространства, относительно которой мы выстраиваем свое понимание вот углов, потолков, там, стен и так далее. Но если мы посмотрим вот в природе, вот растет одно дерево, вот растет другое дерево. Они не параллельны. И даже если мы возьмем, знаете, на Варшавке есть дом такой, бывший какой-то институт советский, он длиной там метров 500, Да, наверное. да. Ну вот вы понимаете, что у него торец, с одной стороны торец, с другой стороны, они не параллельные, потому что они построены по отвесу. А что такое отвес? Отвес — это направление на центр Земли. Значит, у него одна сторона направлена на центр Земли, другая сторона направлена на центр Земли. Они по определению не могут быть параллельные. Они пересекаются в центре Земли. У него крыша больше, чем фундамент. Я думаю, что там на 500 метрах набегает порядка, наверное, там полуметра вот разницы, просто за счет вот, вот этой вот геометрии. То есть получается, что время и пространство, они только существуют в модели, в которой мы себе придумали. Допустим, если есть компьютер, да, вот я создал свой собственный компьютер и говорю, вот в этом компьютере начало его работы, пускай мы назовем время тиком. Он тикает, да, вот мы знаем, что он начал работать. И вот и в его, скажем, моменте, назовем это жизни, да, у него свое время, да, он его себе придумал, потому что нужно знать, отмерять, когда он там, возможно, ему нужно сделать какую-то новый апдейт, либо что-то еще, мы это придумываем. То же самое и мы себе, как человек, как возможный компьютер биологический, придумал себе модель трехмерного мира. Да? В том числе, возможно, он добавил туда еще измерение время. То, по сути дела, если нету пространства и нету времени, как вообще относиться к миру? Как вот вы посоветуете это сделать? Потому что для меня, допустим, это большая загадка. Я долго об этом думал, и я пока еще не могу прийти к какому-то своему логическому ответу. Дело в том, что пространство есть, и время тоже есть. Просто они не соответствуют тем моделям, которые мы используем. Что такое время и что такое пространство? Значит, время — это движение планетарного тела относительно, вот, ну, по солнечной орбите, орбитально-осевое движение планетарного тела. Вот то, что мы называем временем, это орбитально-осевое движение тела по орбите. То есть вот Земля крутится, вот день-ночь, сутки-прочь, да, вот она один раз сделала оборот вокруг своей оси, это сутки. Сутки — это оборот Земли вокруг своей оси. А год — это оборот Земли вокруг Солнца. Это, ну, очевидный факт, да? Ну, как бы об этом в учебниках написано. Я думаю, с этим спорить никто не будет. Что такое, например, час? Час — это доля суток. То есть это доля оборота, да? Доля орбитального этого осевого цикла. И почему часов 24 в сутках? Просто потому, что мы так договорились. Нету никакой вот объективной данности, почему бы часов было 24, потому что их может быть и 25, и 27. Как мы договоримся, так и будет. Во времена французской революции в конце XVIII века шла такая мощная движуха за то, чтобы поменять вообще все меры измерений. Именно тогда ввели километры, метры и вот всю вот эту десятиричную систему внедрили в измерение единиц пространства.
И то же самое хотели сделать временем, с временем. То есть время должно было тоже стать десятиричным. Ну, они считали, что это как бы удобно. Зачем нам вот это 12, их как-то там не Слушайте, да в поделить? Америке это совершенно по-другому. Там меряется фамилиями вообще. Они вообще другую систему придумали. И Это используют. потому что между Францией и Англией пролив Ла-Манш. Вот поэтому, наверное, там остались мили. Не знаю почему. Но мили-то тоже меряются тысячами, ведь миля — это 1000. Это просто миля, она привязана там, ну, к меридиану Да. там, но, километры, они тоже привязаны к меридиану. По большому счету, почему почему, диаметр, не диаметр, а окружность Земли 40 000 километров? Ровно 40, не 48 и не 40 там 2. Потому что, когда, вводили единицы пространства, взяли меридиан Парижа от Северного полюса до экватора и поделили его на 10 000 частей. Вот так получились километры. То есть все, что мы в этом мире Чистые видим, условности. условности. Действительно, ребята, так. Когда вот я являюсь, скажем так, экспертом в информатике, мы тоже, когда создаем компьютеры, мы условно пишем некоторые программы, мы условно создаем те или иные алгоритмы внутри системы. Это условность. Мы думаем, что так должно работать. То же самое и наш организм, он думает, что он должен так работать. Я думаю, хорошим примером будет, если вы полетите в космос, и как вы будете ощущать себя в каком-то космическом корабле, будете ли вы считать те же самые дни, часы по земному времени, когда вы будете приближаться к Марсу или там к Юпитеру. Вот я, готовясь к этому подкасту, вы не поверите, ребята, я пересмотрел «Интерстеллар» в раз, наверное, уже десятый. Вот. И там настолько все хорошо это объяснено и показано, что насколько это все субъективно, что один какой-то там земной час может быть в другом измерении целый век. Понимаете? И вот этот вот именно вопрос, который вы поднимаете в своей книжке, я думаю, он абсолютно гениален. Мне кажется, эту книгу должен прочитать каждый, потому что сейчас мы об этом задумываемся, вот нашу эту эпоху, где мы можем поговорить с искусственным интеллектом, спросить у него вопросы, подтверждения, а кто так еще думал, какие еще есть теории. Ребята, это занимает 3 секунды. Абсолютно. Вы можете все проверить. Вот, Тимофей, наверное, время — это не одна проблема, которая у нас существует, да? Вот я хочу поговорить про свет. Вот вы поднимаете вопрос еще света. Наверное, лучше начать со скорости света, да? Это более всем такое понятное, да? Я бы сказал, термин, который мы проходим в школах. Вот что вы об этом думаете? Почему скорость света, возможно, правильный термин, а возможно, он как приводит нас в какое-то заблуждение? Я, чтобы ответить на этот вопрос, зайду через «Интерстеллар». Ведь что такое, вот вы говорите, что в одном измерении там час, а в другом измерении там год. На самом деле это тоже все домыслы, потому что нету никаких измерений вот в этом смысле. Есть измерения, но они измерения качественные, а не количественные. Вот в чем дело. Значит, м, в когда мы каждый раз, когда мы говорим о времени, мы должны понимать, что мы это время соотносим со своим собственным телом. А что такое наше тело? Наше тело — это, ну, сгусток материи, не просто абстрактной какой-то материи, а материи Земли. Мы созданы, наши тела, вот наши плотные тела, я имею в виду, они созданы из материи Земли. И стрела, про которую вы говорили, которая летит в каком-то пространстве, это не просто стрела, а это м, стрела, сделанная из материи Земли, которая летит в пространстве Земли. Это не стрела, которая летит в абстрактном пространстве Ньютона, а конкретный предмет, который находится в пространстве конкретной, ну, планеты. Потому что в межпланетном, так называемом пространстве, я называю его межпланетной средой, там никакие стрелы никуда не летают. Мы можем какую-нибудь отправить ракету, которая долетит там, ну, до какого-то там места, ну, например, на Марс, но это будет материя Земли, которую мы отправляем на Марс, который, в принципе, тоже сгусток материи, да? Значит, мы должны отдавать себе отчет каждый раз, когда мы говорим о пространстве и времени, о каком конкретно пространстве и времени мы говорим. Если мы говорим о пространстве Земли и время, и пространство и время Земли, это понятная категория, потому что мы здесь живем. Но если мы говорим о пространстве и времени Юпитера, мы ничего не можем об этом сказать. У нас есть некоторые астрономические данные насчет того, что там
с какой скоростью он обращается вокруг своей оси, как у него, с какими периодами вращаются вокруг него спутники, потому что это все пространство Юпитера. Но реального опыта жизни в этом пространстве мы не имеем и никогда не мы никогда не мы не попадем туда. У нас То есть, может, физической возможности жить в пространстве Юпитера у нас нет. то есть получается, что именно относительно Земли, возможно, скорость света, это, в принципе, она и верно исчислена, да? Но если мы приедем на Юпитер, там параметры будут совершенно иные, и измеряться оно будет по-иному. Дело не в этом. Дело в том, что когда мы говорим о скорости света, какой конкретно свет мы имеем в виду? А мы имеем в виду свет Солнца. Даже так. А как? Ну, какой какой свет, по-вашему, мы меряем? Вот есть, там известные там опыты, э, Майкельсона, Марли, да, когда они построили там коробку, внутри нее там сделали зеркала, запустили лазер, он там как-то отражался, и через какое-то время вышел из этой коробки. И за счет этого они измерили, ну, скорость света. Но это же, простите меня, скорость солнечного света, измеренная в пространстве Земли, в условиях земной атмосферы, в условиях земной магнитосферы, в условиях, ну, вообще Земли, да, в полном смысле. И у самой Земли, как у планеты, ну, в Солнечной системе, у нее есть как бы иерархическая зависимость от Солнца. Наверное, не нужно никого убеждать, что если вот, ну, Землю, как мы что-нибудь с ней сделаем, возьмем, мы там сорвем ее, эту Землю, и она рассыпется на куски астероидов. С Солнцем ничего не произойдет. Солнце как, ну, светило, так и будет светить, да? А если мы Солнце уберем, то вся планетарная система исчезает. Ну, у нее пропадает основание для существования. А можно сказать, что он в другой солнечной системе, звездной системе, да, где-нибудь там Сириус, у них иначе будет это все исчисляться? Или все-таки были какие-то эксперименты, которые показывали, что плюс-минус одно и то же? А мы не можем измерить никакую скорость света, кроме солнечную. Например, мы видим свет Сириуса, но мы не можем его скорость измерить. Как мы можем измерить? Для того, чтобы измерить скорость, вообще-то говоря, ну, по-хорошему так, чтобы измерить скорость, нужна точка А и точка Б, чем, собственно, и занимались, когда измеряли значит, скорость света. Они там в Альпах, по-моему, забрались на одну гору, отправили, значит, луч, на другой горе они его словили, и там потом методом математического моделирования они экстраполировали эту скорость на всю Вселенную. Я считаю, что это, ну, несколько, как бы это сказать, э, завышенное ожидание вот относительно Ну, я так тоже Вселенной. считаю, что, мне кажется, некоторые эксперименты, которые делали лет так 200-300 назад, а то, возможно, и 1000, нужно, ребят, все-таки заново их переделать, заново пересчитать. Особенно эти истории, где когда-то ломались приборы, там что-то не работало. Помню, когда даже замеряли эфир, и там вроде бы сломался прибор, оказывается, да, списали. И потом никогда этот эксперимент больше не проводили. Очень все странно, очень все субъективно. Как вы говорили, мы придумали себе модель, мы хотим в нее верить, все хотим верить, мы изучаем арифметику, математику, мы изучаем физику, Геометрию. и геометрию к тому же, да, мы вот активно пытаемся в это, как будто мы сами живем в виртуальной реальности, сами себе ее придумали и не можем из коробки этой выбраться никуда, по сути дела. Ну, так и есть. Вот, прочитав эту книгу, лично я понял одно самое главное, что здесь, вот в этой вот книжке, мы именно выбираемся из коробки. Вы даете возможность людям подумать иначе, как можно иначе вычислять те либо иные параметры. Одна идея мне очень понравилась, это когда вы говорите, что, возможно, есть как бы звезды, точнее, может, есть центр галактики, и там из него излучается свет, он переходит на звезду, на Солнце, и Солнце, оно попадает на планету. Поправьте меня, что вот это значит? Мне кажется, это очень классная, как минимум, теория, но она может объяснить многое, кстати. Здесь дело не в этом. И давайте вернемся к свету для того, чтобы прийти к галактике. Значит, мы понимаем теперь, что существует иерархическая зависимость между Солнцем и планетой. Солнце является источником, как бы, системообразующим фактором для планеты, да? То есть нет Солнца, Мать нет такая планеты. больше, да, получается? Мама, ну, назовем ее так, как оно есть, да. Не будет солнца, будет Мама в планета. прямом смысле слова. То есть мы с вами, вся планета — это продукт жизнедеятельности Солнца. И вся материя планеты — это сконцентрированный свет Солнца. И все планеты Солнечной системы, они имеют как бы это все братья и сестры, потому что они все дети Солнца.
прямом смысле. Ну, помните, песни были еще в советские времена по поводу «Мы дети галактики». Надо относиться к этому буквально. Понятное дело, что там это было использовано как художественный оборот, но надо понимать это буквально, что мы дети Солнца, и наши тела физические, они созданы из света Солнца. Вся материя, которая у нас есть, доступная нам материя, она создана из света Солнца. И в этом смысле нужно свет понимать не как оптическое явление, а как излучение, которое исходит из центрального источника и попадает, в нашем случае, на планету или на другие планеты, и там конденсируется. Наша планета — это конденсатор солнечного света. Некие сгустки такие, более плотные, скажем так. Как будто бы это какой-то вот, если вы, ребята, берете, наверное, ну, хороший пример будет, да, когда вы берете вот такой вот увеличитель как бы света, да, усилитель, вы начинаете на что-то наводить, и у вас начинает что, гореть, да, появляется дым. Здесь, в принципе, что-то, только как бы атмосфера это все заглушает, и мы, возможно, некие сгустки вот этой самой энергии, которые превращаются во что-то, наверное, плотное. Но вот плазма, то, что называют плазма, вот это вы о чем как раз и говорите, что вот пламя там костра — это, в принципе, так называемое плазменное состояние материи. И в центре Земли, в общем-то, это тоже известный факт, находится там раскаленное ядро. Считается, что это раскаленное ядро, ну, там, каких-то, ну, какой-то материи, там, металлов, не металлов, там, чего угодно. Но лично я считаю, что это просто сгусток плазмы. И вот этот сгусток плазмы внутри, а вокруг он затянулся коркой. И вот этот сгусток плазмы, он летает, сгусток солнечной плазмы, Так даже. той самой плазмы, из которой состоит вот Солнце. И эта планета, потому что Солнце, по сравнению с планетой, оно бесконечно огромное, да? Даже наше Солнце, в принципе, А не вот, ну очень. да, очень огромно. Планета, вот относительно Солнца, она там долей процента в плане размера не занимает, не говоря уже про вес и все остальное. И, но, тем не менее, м, вот этот сгусток плазмы, вокруг него образуется корка, и вот на этой корке мы сидим и думаем, что мы цари Вселенной, что нам открыты все эти самые, потому что мы придумали теорию относительности. И мы поэтому можем рассуждать о судьбах галактики, о том, в каком направлении, что куда движется, и когда там, Ой. когда взорвется очередная там черная дыра, Да, там, которых там. в принципе не существует. Вы понимаете, что черная дыра — это следствие из теории. Никто никогда черных дыр не видел. У нас нет возможности физически дотянуться ни до одной черной дыры. Мы даже до соседней звезды дотянуться физически не можем. Мы можем наблюдать ее там немного, но что там происходит, мы же не знаем. Возможно, даже вообще не черная дыра, а какое-нибудь отражение чего-либо, какого-то света. Нам кажется, что это черная дыра, и тут все это придумывали. Я вообще, ребята, не очень люблю теорию Большого взрыва. Мне кажется, это все полная чушь. Простите меня, ученые, пожалуйста. Мне кажется, вот это все, что само взорвалось, само все сделать, это именно тогда, когда ребята ученые объяснить не могут, и надо хоть какое-то объяснение дать. И оно на самом деле, как вот мы разговариваем на прошлом подкасте, я не верю, что мы произошли от обезьян. Простите, это невозможно. Да, да. Ну, это вот такая вот, это моя как бы личная позиция, поэтому это все нужно пересматривать, передумывать. Ну, 100%. нужно моделировать чуть иначе. И именно, возможно, по этой же причине мы до сих пор не можем нормально долететь до Марса, потому что мы считаем все скоростью света, да. Возможно, если у нас поменялись бы измерения, и у нас поменялись бы приборы, отношение к той же самой математике, да, когда мы складываем числа, а возможно, их надо просто перемножать, да, и в степень вводить, все будет иначе, как это сделано в информатике, кстати. У меня следующий вопрос. В принципе, если Солнце — это мать планет, то кто родил Солнце? Вот это хороший вопрос. Но прежде чем к нему вернуться, перейти, я хочу немножко еще сделать один акцент по поводу света. Значит, Солнце, оно излучает энергию в форме света. То есть надо смотреть на свет шире не как на оптический эффект, а именно как на направленный поток энергии. Вот, ну, и его еще можно называть солнечным излучением, и так, в принципе, есть. И трансформатор получается, да? Он где-то получает эту энергию, или он ее сам как бы... Вот. С точки зрения современной науки, внутри Солнца находится ядерный реактор, который вырабатывает энергию, и эта энергия, значит, вот распространяется. А, Но это не единственная теория. А, э, Был такой ученый Козырев. У него тоже была, кстати, своя версия о том, что такое время.
Он считал, что время субстанциально. Сейчас мы, наверное, может быть, не будем погружаться глубоко в эту тему, но он предложил очень интересную мысль, которая, на мой взгляд, именно и заслуживает внимания. Он сказал, что звезды являются трансформаторами. Но он говорил, что они трансформируют время. То есть, что это не ядерный реактор, а что это преобразователь, который, ну, как бы более тонкое, скажем так, преобразует в нечто более плотное. Вот. Но он считал, что время преобразует в свет. На мой взгляд, здесь дело немножко в другом, потому что время — это то, что мы называем временем, это орбитальное осевое движение планеты, здесь нет вариантов. А вот то, чем занимаются звезды, это преобразование эфира. Ну, что такое эфир? Значит, вот тот эфир, которым занимались физики в XIX веке и который пришел к нам вообще из алхимии как квинтэссенция, да, пятая субстанция, там есть земля, вода, ветер, огонь, 4 базовые стихии, и пятая стихия — вот эфир. Это мы унаследовали там от древних греков, вот такую модель. Я считаю, что она, кстати, имеет под собой некоторые основания, но ее проблема в том, что она геоцентрическая. Эм, А мы смотрим сейчас все-таки уже через там 500 лет после Коперника, у нас есть уже другой угол зрения, да, мы можем с гелиоцентрической точки зрения посмотреть на это на все. И тогда мы понимаем, что эфир — это ее даже не назовешь субстанцией, этот эфир, потому что он не субстанциален. Это как бы материя, но это не материя, потому что она сверхтонкая, она тоньше света. Тоньше не в смысле, что у нее между атомами больше расстояния, а в том смысле, что там вообще нет атомов. Это такая среда, которая является телом галактики. А можно это как-то объяснить таким образом, допустим, чтобы было понятно детям? Допустим, есть огромный океан, и есть попадают лучи света в этот океан, да? И мы как будто бы плаваем в этом океане, видим эти лучи, и это, возможно, как-то вот хоть как-то приблизимся к понятию этого Лучше эфира. объяснить по-другому, если вам хочется про океан. Значит, вот есть океан, и в этом океане из океанской воды образуются моллюски. И внутри этих моллюсков, вот эти моллюски — это, представьте себе, что это звезды. А внутри этих моллюсков образуются жемчужины. И вот эти жемчужины — это вот планетарные как бы тела. Мгм. Вот примерно так можно было бы сказать. То есть для жемчужины вода океана — это нечто, ну, как бы это просто жизненная среда, которая для нее незаметна, да? Для моллюска вода океана — это питательная среда, за счет которой она, в принципе, существует. А для воды океана моллюски — это, ну, просто население, так сказать, океанских глубин. Ну, это очень хорошее объяснение, потому что нас ребята смотрят маленькие дети, и это очень как бы познавательно. У нас дети очень умные, у нас уже 8 лет могут такие познавательные вещи знать. У меня есть настолько интересные, гениальные творения, да, божьи, назовем это так, которые задают уникальные вопросы. Вот я, к примеру, когда готовился к подкасту, естественно, я физик, математик, я знаю, что квантовое уравнение, самое основное, оно не содержит времени. Вот его просто не существует там в квантовой физике. По мне, если прочитав эту вот книжку, я понимаю, что квантовая механика — это другое, даже не то другое, это другая модель уже. Это уже не физика, где мы есть пространство, какое-то время, а вот квантовый мир — это другая модель уже восприятия мира. Таких моделей, в принципе, можно много придумать. И в квантовой механике где-то что-то работает очень похоже, что вот и в той модели, в которой мы живем сейчас, а что-то совершенно иначе, и объясняется совершенно иначе. Вот, как вы думаете, вот возвращаясь к вопросу про то, что напитывает Солнце, это все-таки эфир его напитывает или все-таки какой-то есть центр, который посылает эту энергию Солнце, потом Солнце передает это планетам? Дело не в том, что он его напитывает, а дело в том, что эфир — это вот галактическая среда. Вот
если мы представим себе галактику, да, когда мы смотрим на картинку, мы видим там такие спиральные образования. Но на самом деле это не просто спиральные образования, а это огромные, ну, как бы, так сказать, межзвездные пространства, которые находятся в межгалактической среде. Вот межгалактическая среда — это вообще нечто непознаваемое. Мы даже не можем себе представить, что там находится, и никакие наши теории относительно темной энергии, там, темной материи, они нас близко не приближают, не подводят к пониманию того, что там происходит. Но если мы смотрим на галактику, мы можем, по крайней мере, утверждать, что это некое единство, да? То есть галактика есть нечто целое. Мгм. Это не просто скопление звезд, а это скопление звезд, которые объединены неким общим, ну, движением. Как бы центр галактики существует. Даже дело не в том, что он там физически существует, а в том, что существует центральная идея, которая лежит в основании галактики. Эта галактика, она вся построена вокруг какой-то м, надобности космической. В Вселенной зачем-то нужно, чтобы галактики образовывались, и поэтому они существуют, а не наоборот, существует много галактик, и поэтому образуется Вселенная. Так же точно, как мы от Земли переходим к Солнцу, понимая, что Солнце — это э, системообразующая структура для планет, также галактика — это системообразующая структура для Солнц. Кстати, вот хочу сейчас сделать такое замечание. У нас ученые, когда вот я смотрю исследования, на 99% тех исследований, которых я читаю, пытаются почему-то расщепить атом, еще глубже копнуть, еще глубже копнуть. Вот если они копнут глубже, они поймут все, что как устроено. Я с этим полностью не согласен. Я думаю, что нужно смотреть наоборот туда, и когда мы поймем, что там, возможно, вы и сами часть какого-то огромного атома, кто его знает, но когда мы будем смотреть туда вверх, будем смотреть и изучать больше нашу Вселенную, мы больше и быстрее поймем, что там действительно внутри. Возможно, нам оно вообще не нужно, оно настолько ничтожно, и оно не имеет никакого значения, что даже если мы узнаем, что там, мы из него ничего не сделаем. Но что вот там, почему-то как-то вот не сильно люди, как бы, скажем так, обращают на это внимание. Кроме последней вот новости. 3i Atlas, да, буквально какая-то комета пролетела абсолютно по таким траекториям, по которым лететь никто не может. Там не существует ни скорости света. Нам боятся рассказать вообще, как она выглядит. Фотографий, скажем так, с НАСА нету. То есть ничего нету. Она просто пролетела как космический корабль. И многие сейчас в интернете утверждают, что это и есть космический корабль. Оказывается, там еще есть какие-то маленькие кораблики, которые рядом. Настолько все засекречено, вот мы с нашей наукой, со всеми там крутыми телескопами, там, с датчиками, передатчиками не можем толком описать объект, а он просто пролетел, и можно на него было даже и посмотреть. Вот, Тимофей, как вы думаете, что это могло бы быть? Я думаю, что это просто отличный инфоповод для того, чтобы запудрить людям мозги очередной раз. Потому что, ну да, действительно, сгустки какой-то материи, которая летит к нам из других звездных систем, они действительно иногда тут как-то перелетают туда-сюда. Есть кометы, которые там облетит вокруг Солнца, прилетит там к другой звезде, и вот так вот они циркулируют между звездами. Я считаю, что таким образом осуществляется межзвездный информационный обмен. То есть это своего рода такие носители, ну, как бы сказать, посылочку присылали от одной звезды к другой. Вот так вот. Но насчет того, что это какие-то там космические корабли, на которых сидят гуманоиды, очень хочется придумать какую-нибудь очередную страшилку, и чтобы люди боялись, что к ним сейчас придут гуманоиды и что-нибудь здесь взорвут. Я думаю, что это все, ну, как бы, Ну, еще не стоит выеденного яйца. Вот. Надо включать здравый смысл и все время смотреть на такие вещи, ну, как бы, так сказать, не то что скептически, а здраво, в общем-то. да, я считаю, что действительно не стоит бояться гуманоидов. Если бы они хотели прийти, они бы уже были бы здесь. Если бы Они уже здесь, вот в чем дело. они уже здесь. Да. Просто, ну вот подумайте, вот планета звездной системы Сириус. Это двойная звездная система. Там, значит, одна большая звезда, вокруг нее крутится вторая маленькая звезда. Ну, по некоторым данным, которые наукой не подтверждены, но тем не менее доступны как бы в других областях знания, и есть информация, что там планетарная система Сириуса состоит из 12 планетарных тел.
Вот, значит, двойная звезда и 12 планетарных тел. Причем эти планетарные тела, они вращаются не вокруг одной из звезд, а вокруг двух вот этих звезд, которые находятся еще во взаимном вращении. Понимаете, да, что если у нас система, условно говоря, сингулярная, то есть у нас одно Солнце, а там как бы вот этим вот центром планетарной системы является два тела Кстати, на есть звезд. классный фильм, называется «Планета Кейпекс», и там она очень хорошо объясняет именно полеты по свету, и что есть вот такая вот звезда с двумя звездами. Мы знаем, что наверняка есть и с тремя. И Планетарная звезда, да, полярная звезда. да, ребята, поэтому это все очень интересно, очень увлекательно. Я вот когда смотрю в глаза вот именно молодых ребят, особенно начальная школа сейчас, им так интересно прибегать в планетарий, изучать вот это вот все, что вокруг, и информации вот настолько как бы много, что я только могу радоваться, да, вот за наше поколение, которое вот сейчас растет, и благо у них есть искусственный интеллект, они, по крайней мере, могут ему задавать вопросы бесконечно, потому что иногда я устаю от своего сына, когда он начинает задавать вопросы. Но давайте вернемся к квантовой теории. Значит, когда мы говорим о квантовой теории, нам надо понимать, что конкретно мы изучаем и с какой целью. Вообще, в принципе, когда мы говорим о любой научной теории, мы должны отдавать себе отчет, что мы хотим получить в итоге. И вот, на мой взгляд, квантовая теория, она, в принципе, достаточно интересная теория, и уж, по крайней мере, она не менее интересная, чем теория относительности, но мы смотрим на нее не под тем углом. Проблемой является наш мировоззренческий материализм. Мы считаем, что все бытие, так сказать, в принципе, как таковое, оно ограничено материей. При том, что мы не понимаем, откуда взялась эта материя. Мы не отдаем себе отчет, что материя является продуктом как бы солнечной активности, о чем мы вот говорили. Материя, она существует во Вселенной только в планетарной форме. Только в планетарной форме существует плотная материя. Во всех остальных случаях, в звездах или вообще вот в межгалактической среде, там нет плотной материи, но это не пустота. Она как там нету атомов вещества, но это не значит, что там нет ничего. Межгалактическая среда, она полностью заполнена телом галактики, и, то есть эфиром. А Солнечная система, она полностью заполнена светом, и межгалактическая среда, она тоже, кстати, заполнена светом, потому что от Солнца луч света идет к Сириусу, а от Сириуса луч света идет обратно к Солнцу. От Солнца луч света идет к Антаресу, от Антареса луч света идет обратно к Солнцу. И вся вот эта вот энергия солнечного света, которая излучается постоянно во всех направлениях из Солнца, она имеет получателя. То есть это адресная, направленная, информационная составляющая. Какая-то динамическая живая система, которая общается между собой по, скажем, по свету, не по скорости света, ребята, не путайте, просто свет, излучение какое-то идет от Солнца. Это все, возможно, заполнено эфиром. Мы говорим про эфир, да? Эфир, он является средой для распространения лучей Ну, как мы говорим про света. воду, да, вот вода попадает в какой-то океан, она проходит, да, к примеру, и вот прошел лучик, и он понял, что как бы какая-то среда должна быть. Мы не можем пока представить себе что-то без среды, хотя кто его знает. Ну вот, и что такое квантовая теория? И почему я говорю про материализм? Потому что, когда мы считаем, что есть только материя и все остальное, и больше ничего не существует, кроме материи, то мы считаем, что Солнце — это материальный объект. Мы не видим в нем нематериальную составляющую. Мы считаем, что это вот некое там тоже тело, оно находится в плазменном состоянии, потому что это четвертое состояние материи, и нам интересно посмотреть, а что же происходит в этом плазменном состоянии материи. И когда этот свет, он сгущается на Земле, ведь он каким-то образом переходит из одной формы, то есть света, в другую форму, то есть материи. Вот я считаю, что квантовая теория, она занимается исследованием того, каким образом конкретно свет овеществляется. Поэтому они копают в глубину туда этих допланковских величин, чтобы понять, что же действительно происходит, вот как образуются атомы из неатомов. Вот атомов нет, и вдруг они образовались. Как это происходит? А, но они не понимают того, что они исследуют овеществление света.
Вот если бы ученые задумались о том, что они конкретно исследуют, у них мысль бы пошла иначе. Они стали бы думать, что ведь действительно свет, материя преображается в материю, значит, мы хотим узнать, где конкретно происходит вот эта точка, когда одно качество превращается в другое качество. Ну, на самом деле, мы, кажется, по сравнению с тем, когда мы изобрели тот же самый искусственный интеллект, и можно сейчас общаться с ним, и даже дискутировать на научные темы, мне показалось, что мы очень далеки от настоящих открытий, которые были созданы там, тогда. Такое ощущение, что как будто мы живем в эпоху, ну, древних людей, которые еще вот Неолита. неолита, да, потому что, кажется, все, что мы будем дальше создавать, оно будет настолько с большим прогрессом, там новые компьютеры, новые летающие аппараты, совершенно иное жилье, там, ну, по-другому будет двигаться планета. Мы поймем, мы недавно только узнали, и вот эта информация, которая меня поразила, когда мне казалось, я был маленький и должны знать все, что деревья, оказывается, друг с другом разговаривают, да, вот это сейчас идет. Раньше считали, что нет, а сейчас, как-то, мне кажется, любому живому человеку это было понятно. Фильм «Аватар», в принципе, про это рассказывает отлично, и сейчас, оказывается, это правда. И ученые, спасибо вам большое, вы нам сверху подсказали, что вы правы. Да, нифига. Теперь, ребята, каждый человек может сам себе моделировать свою жизнь, не ждать ученых. А если вам нужно какое-то мнение, вы не можете там пообщаться с Тимофеем, не можете пообщаться со мной, у вас есть искусственный интеллект. С ним пообщайтесь, и я думаю, вы найдете очень много и собеседника, и человека, который либо подтвердит ваши факты, либо опровергнет, да? Тимофей, вот мне всегда казалось, что Вселенная, она живая, что она наполнена жизнью. Нам часто говорят: "Да мы же, наверное, одна вот эта вот нация, которая живет на Раса. даже пускай раса, да, пускай будет даже раса на планете Земля, и вот мы разные, там ничего нету, там пустота". Но когда ты смотришь на небо, оно живое. Я не знаю, почему сейчас у нас столько много света. Я не могу ребенку показать ночное небо, которое я видел в детстве. Моя бабушка, царство ей небесное, она мне показывала лично. Вот она меня брала маленького и показывала. Вон там звезды, вот там свет. Вот ты видишь свет, вот там свет наверняка уже в прошлом. Ну, сигнал пришел, мы сигнал получили как радио. Возможно, там уже что-то прошло. Мы сейчас получили его только сейчас. А детям сейчас тяжело увидеть, да? Вот, наверно, во всех частях мира тяжело посмотреть на звезды. Ну, тут дело не в этом. У нас там, возможно, есть технологии, есть планетарии. Но вот про звезды. Мне казалось всегда, что небо живое. Что-то где-то летает. Какая-то звезда да упадет. И это происходило, такое ощущение, каждую секунду, когда ты смотришь на звездное небо. Сейчас мы этого не видим. Реально кажется, что мы живем в какой-то коробке. Вот расскажите про ваше детство. Вот как вы, в принципе, изучали небо? Была ли у вас такая возможность? Э, я прям специально небо не изучал, но я не согласен до конца, что сейчас трудно посмотреть на небо. Мы с моими детьми, у меня вот 5 детей, мы с ними регулярно смотрим на небо. Они у меня могут определить Кассиопею, Большую Медведицу и даже знают, где находится звезда Арктур. Дело вот в чем. Вы правы абсолютно в том смысле, что Вселенная — это живой организм. И, безусловно, наша проблема, и я еще раз говорю, материалистического мировоззрения, она заключается в том, какой конкретно смысл мы вкладываем в понятие «жизнь». Мы жизнь понимаем как существование биологического тела. Если мы поймем жизнь несколько шире, как, например, бытие души, да, как это делают там, ну, в религии, да, в различных традициях, вообще во всех так называемых духовных традициях, да, под жизнью понимают нечто более общее, чем жизнь тела. Если мы взглянем с этой позиции, мы поймем, что тело не является обязательным. Для того, чтобы заякориться на какой-то планете и иметь возможность воздействовать на материю этой планеты, нам нужен материальный инструмент — тело. Но для того, чтобы мыслить, думать, да, то есть, осознавать свое собственное бытие, да, то есть понимать, что я есть. Для этого тело не обязательно. И в этом смысле, вот мы начали про Сириус говорить. Вот если я хочу путешествовать с Земли на Сириус, мне не обязательно свое плотное тело тащить туда в железной коробке, созданной из материи вот этого нашего планетарного тела, через все вот эти вот немыслимые совершенно
радиационные пояса и вообще непонятно, что там происходит, оно, скорее всего, до туда не долетит наше тело. По этой причине никто на Марс и не летает. Потому что всем понятно, что Ван Аллен такой был ученый, который есть радиационные пояса Земли, еще называются пояса Ван Аллена. Он на одной из первых ракет, которые запустили в Америке там еще в 50-е годы, он взял просто и поставил счетчик Гейгера. И когда эта ракета пролетела там, м, ну, там какое-то расстояние, оказалось, что действительно, что на высоте там, по-моему, 15 тысяч километров, и потом еще происходит радиационный фон, который несовместим с жизнью человека. Это даже не Чернобыль, понимаете? Это просто, ну, там, жесткое излучение, которое биологическое тело уничтожит, попади оно туда просто. Мы сейчас говорим про человека в физическом теле. Да. То есть мы говорим про человека, который не в физическом теле. Кстати, опять же, это отсылка к фильму «Кейпекс», да. Не буду рассказывать нашим ребятам, молодым. Ребята, посмотрите, интересный фильм. Там путешествие по лучу света, да. Мгм. То Вот, есть да, да. отсутствует там и время, и понятие. И вот как бы вы бы объяснили бы простыми словами гелиоцентрику? Вот если мы бы ее бы изучали в школе, да, вот сказали, вот у вас есть новый предмет. Гелиоцентрика. Да, Вот вы говорили сейчас про искусственный интеллект. Я вот сейчас прям вот последние там, может быть, недели э, э, занят тем, что при помощи искусственного интеллекта я пишу математическую модель гелиоцентрической системы координат. У нас в астрономии есть ряд систем координат, но они все геоцентрические. Даже так называемая гелиоцентрическая, она все равно рассматривает Солнце как небесный объект, который всходит над горизонтом, там заходит за горизонт. Хотя нам, в принципе, понятно, что происходит обратный процесс, что Солнце вот оно есть, и оно то появляется у нас в поле видимости, то исчезает из поля видимости, потому что Земля вращается. Не Солнце движется, а Земля. И вот гелиоцентрика — это как раз наука, которая учит нас смотреть на происходящие в звездной системе процессы с точки зрения Солнца. Она меняет фокус нашего взгляда на происходящие процессы. а если посмотреть с точки зрения галактики, тогда это уже будет другая наука или все? Будет гелиоцентрическая, то есть галактикоцентрическая будет система. Но для того, чтобы прийти к галактикоцентрической системе, здесь вот лестница, мы не можем перепрыгнуть там через несколько ступенек и сразу уйти в галактику. Нам мы еще с Солнцем не разобрались. Мы вообще еще с Землей не до конца разобрались. Мы живем вот как бы в эпоху давления материалистического мировоззрения над умами, значит, населения. Мы все считаем, что мы живем строго в материальной среде, мы материальные там существа, и ничего кроме этого не существует. Нам предстоит огромный путь пройти, чтобы понять, что мы не материальные существа, вернее, что этим все не ограничено, и что Солнце играет в этом определяющую роль, что наши плотные тела состоят из энергии Солнца, и что еще у каждого из нас есть солнечное тело, то есть тело света, которое в прямом смысле тело света, как вот прям свет Солнца, такой же у нас есть у каждого тела. И потом, когда мы уже от этого пойдем еще дальше, в галактику, мы поймем, что еще у каждого есть эфирное тело, то есть тело мысли. Об этом говорится много в разных эзотерических учениях, о том, что есть вот как бы эти тела, как луковицы, значит, центр вот он материальный, потом вокруг него свет, вокруг него там эфир, или говорят наоборот, там есть разные системы. Но дело не в этом, а дело в том, что эти тела отличаются качественно. И мало того, что они отличаются качественно, у каждого из них есть основание. Тело света, оно не просто так существует, потому что мы так решили, а потому что есть звездный уровень иерархии мироздания, который определяет планетарный уровень. И вот планетарный уровень — это материя, а звездный уровень — это свет. Поэтому у нас есть плотное тело и тело света. Но солнечный уровень, он определяется галактикой. И поэтому у Солнца есть эфирное тело, у каждого из нас есть плотное тело, световое тело и еще эфирное тело. То есть это, по сути дела, некая иерархическая система, если мы говорим. Безусловно. Вот наука гелиоцентрика — это про иерархию мироздания. То есть это такая, ребята, вот наука, я бы так бы и назвал бы,
Иерархия мироздания. Да, Гелиоцентрика, да? иерархия мироздания. Красивое название. Тимофей, вы гениальный художник. Расскажите, что на этой картине? Э, ну, не знаю, насколько я гениальный. Я, занимаюсь абстрактной живописью. Вот здесь вот, например, изображена звезда Вега. Ну, такое мое художественное видение звезды Веги. Это работа из серии «Космоформы звезд». Их, всего там 7 у меня. И вот Вега, она, так сказать, открывает этот цикл. Она соответствует, там, условно говоря, единице. Потом там дальше идет Сириус, полярная звезда, Антарес, Арктур, Фумальгаут, который соответствует шестерке, и Альтаир, такой он, семерка такая. Ну, это просто, как вам сказать, это мой взгляд на м, попытка философские идеи изобразить в художественной форме. Здесь вот, вот эти вертикальные, вернее, так сказать, прямые линии, они символизируют как раз лучи света, которые связывают, э, вот создают эту решетку, кристаллическую решетку галактики. Вот связи между всеми звездами, вот эти лучи, они создают кристаллическую решетку. Вот спиральные, вот эти вот, линии, так скажем, спиральные — это, то, что соответствует ядру звезды. Ну, не ядру, а вот самому телу звезды. Потому что, эти, э, ну, вот потоки, света, лучи света, они закручиваются в такой вот клубок. И в этом клубке они как бы вот, перевариваются, что ли, они превращаются в некий такой конгломерат общий. И таким образом звезды существуют. Звездная жизнь, она состоит в постоянном энергообмене между собой, между звездами. Тимофей, мне, в принципе, я очень рад, что у меня есть такой подарок. Я уверен, что много людей тоже захотят такую тему себе приобрести, потому что я, когда первый раз увидел, я понял, что это гениально. Я могу на это смотреть, мне интересно, это действительно связано с космосом. Где можно это приобрести? В описании ролика вы найдете ссылки на мои соцсети. Там есть информация, вы найдете про книгу, информация про мои работы. Да, действительно, желающие могут приобрести, почему нет. Ребят, да, книга действительно очень классная, она интересная. Я все-таки считаю, что книга написана простым языком, она несложная для понимания. Ее могут прочитать, я думаю, даже и дети, и начальных классов, по крайней мере, начать читать первые главы. Там есть много классных мыслей, на самом деле, которые будут полезны всем. Оно заставляет не только, ребята, получить какую-то информацию, оно заставляет, вот эта именно книжка, вас думать, Задуматься. задуматься, да. Я хочу сказать, что книгу можно не только читать, но и слушать. Я записал ее полностью в формате подкаста. Так сказать, сам лично я ее прочитал вслух. И можно просто там в каком-нибудь, в смартфоне, просто в наушнике. Она есть на всех практически площадках подкастных. Можно просто слушать ее. Так, может быть, даже будет проще. Сейчас читать, действительно, уделить время чтению очень сложно, но я поэтому и подумал, что, наверное, в формате аудио она будет доступней. Я считаю, да, теперь у нас люди любят слушать, все очень заняты. Дорогие друзья, на самом деле, тема времени, да, тема света, тема эфира очень давно меня будоражит. Уже не один десяток лет. И у меня есть свое некое понимание, как это произошло. Когда я познакомился с Тимофеем, я был просто поражен. У него описано все, наверное, существующие проблемы, которые, наверное, вот они на слуху, да. Есть много проблем ученых, да, мы туда погружаться не будем. Но вот так оно происходит. Действительно, я всю жизнь считал, что времени не существует, что жизнь, она вечная, она не заканчивается. Мы переходим из одного тела в другое. Возвращаемся ли мы в этот мир? Возможно, возвращаемся. Возможно, мы переходим на другие планеты. Кто его знает? Потому что если мы часть света, тогда по, допустим, там, теории, да, и мыслям Тимофея, то это так, скорее всего, и есть. То есть мы просто бесконечны. Свет бесконечен. Но конца света пока не видели, да. Мы не видели, как он заканчивается, где этот луч превращается в ничто. Я сейчас на экране вам покажу то, что, как я думаю, устроен, возможно, мир. Это моя авторская теория. Я считаю, что все-таки есть центр галактики. Центр галактики, он находится в центре галактики. И чем дальше вы находитесь от В этого... физическом центре.
назовем, допустим, физическом, если он в таком проявлении есть, да. И чем дальше мы находимся от этого центра, и наша Земля находится очень далеко от этого центра, у нас восприятие измерения, да, вот про которое мы говорим, а, квантовое, да, сейчас у нас уже есть до этого там трехмерное. Я уверен, что мы еще больше и больше будем делать открытий, тем мы ближе туда приходим, измерений становится больше. То есть мы как галактика, как наш космический корабль, возможно, нас несет вот в этот вот центр. Возможно, галактики рождаются где-то чуть подальше от центра, но, возможно, где-нибудь там через миллиард лет мы будем видеть какое-то сияние. И это, возможно, будет тот самый называемый центр. Потому что когда мы, пройдя какое-то время, да, мы открываем новое открытие, да, мы двигаемся вперед и в науке, да, и в наших мыслях, и восприятии, то, возможно, мы и научимся чуть иначе даже мыслить и видеть наш мир. Вот. Картинку, ребята, вы сейчас еще раз увидите. Подумайте, возможно, как Вселенная устроена с вашей точки зрения. Попытайтесь ее объяснить в наших комментариях. Нам вот интересно будет узнать. Интересны ли вы наши мысли, либо неинтересно, либо вы хотите с ними поспорить, но в любом случае это дискуссия. И когда мы начинаем дискутировать, вот только тогда мы найдем правду. Тимофей, у меня для вас мой финальный вопрос. Вы являетесь, скажем так, президентом нашей всей планеты Земля, да? Вы императором, да? И вот Михаил приходит к вам и говорит: Тимофей, у меня есть крутая технология, да? 2025 год, искусственный интеллект. Я ему показываю, я рассказываю, что она может делать. Там, мы с вами делаем научные открытия какие-то, да, можем к ней разговаривать. Вы как провидец, да, как, может, властитель этого мира, скажите, вы бы ее разрешили бы использовать всем людям, или бы еще пока подождали? Да я не вижу проблем особо никаких в искусственном интеллекте. Я считаю, что, э, вот этот вот, как бы страх, который нагнетается относительно того, что искусственный интеллект может причинить какой-то вред людям, я считаю, что он, является продолжением страха самих людей, в котором они живут. Это проблема людей, а не искусственного интеллекта. Значит, искусственный интеллект — это просто инструмент, алгоритм. Этот алгоритм уже, да, он дошел до высокой степени совершенства, который позволяет нам, общаться, да, простым языком. Но у искусственного интеллекта, как у алгоритма, все равно есть некий предел. Он, является собой сумму знания, но он не может это знание генерировать. То есть он не может генерировать новые идеи. Он может, э, заданный вектор, вот вы даете ему вектор и говорите: рассмотри мне вот это вот под вот таким вот соусом. И он это сделает великолепно, быстро, четко, структурированно. Но если ты ему говоришь: изобрети мне, новую теорию света или построй, теорию эфира, то, скорее всего, он полезет в справочники, он будет искать, что есть по этому поводу написано уже у других людей, и каким-то образом станет это дело обобщать. Он ничего нового сам не придумает. И в этом смысле, нужно бояться не искусственного интеллекта, а людей, которые могут направить, так сказать, мощь искусственного интеллекта во вред другим людям. Вот в чем проблема. Все, ребят, это, кажется, для меня абсолютно понятный ответ. Я также считаю, что не нужно бояться искусственного интеллекта. Он только, скорее всего, наш помощник. Это Друзья, инструмент. Ну, как как можно бояться молотка? Можно молотком ударить по голове, но если просто молотком, без молотка мы не можем забить гвоздей, правильно? Без топора мы не можем порубить э, м, дрова, но не обязательно для этого становиться Раскольниковым, правильно, чтобы топор использовать не по назначению. Я с вами полностью согласен. Ребят, наш подкаст подходит к концу. Тимофей, большое вам спасибо. Очень развернутый ответ. Но я думаю, что мы только шагнули в эту тему. Ваша книжка, она только начало больших и открытий, и наверняка у ребят возникнут огромное количество вопросов. Ребят, задавайте все вопросы в комментариях. Самое главное, подписывайтесь. И в скором времени мы с Тимофеем сделаем второй раунд подкаста, где мы будем уже более подробно разбирать и время, и свет, и как, возможно, устроены планеты. Возможно, к этому времени уже у нас появятся какие-то интересные факты, когда мы будем работать с искусственным интеллектом. Но самое главное — это ваше внимание. Михаил, я тоже хочу выразить благодарность за то, что вы, так сказать, вот, дали возможность обратиться к вашей аудитории
И действительно, я хочу еще раз подчеркнуть, что обратная связь очень важна. Оставляйте комментарии здесь, вы обращайтесь ко мне в моих сетях, мне очень интересно. Общение по сущности, по существу. Действительно, если возникнут интересные вопросы, мы рассмотрим их с большим интересом и подробно. Более подробно, более детально. Ребят, всем до свидания. До новых встреч.